В окружную столицу со знакомительно-деловым визитом прибыла медицинско-оздоровительная физкультурная делегация. Мастер Сюйминтан и его ученики Ольга Струкова и Евгений Тертычный. Цель визита – ознакомление ямальцев с методикой оздоровительной физкультуры по методу профессора Пекинско-Китайской западной совместной больницы. Я прогрессирую. Мне прогрессирует здесь, что я показал китайские системы Чигуна, Джуньюэн и китайская медицина. Да, что, может быть, эта система хорошо помогает местные люди для их здоровья и духовной. Естественные способы оздоровления, они интересны для всех абсолютно, и для жителей теплых районов, и для Ямала. Научиться приводить себя в порядок, иметь очень много энергии всегда и быть здоровыми, по-моему, все хотят. А что касается Крайнего Севера, то по ряду признаков эта методика должна быть очень полезна людям, которые живут в таких условиях, которые мало солнечного света видят, да, и в результате чего определенные изменения в обмене веществ происходят. И вот как раз умение регулировать обмен веществ самим, да, подход такой общий, и может дать очень полезный результат, оздоровительный. Слово «цигун» состоит из двух иероглифов «ци» и «гун». «Ци» – это энергетическая субстанция, а «гун» – это действие, умение управлять «ци». Таким образом, цигун – это искусство использования энергии «ци», владея которым можно лечить болезнь, стать сильным и неуязвимым в бою, замедлить процесс старения, продлить жизнь, укрепить дух и глубже познать мир. Началом визита стала встреча с заместителем губернатора округа Александром Мещериным. В этот же день знатоки необычного метода посетили Салихардскую окружную больницу со знакомительным визитом. Система цигун базируется на трех основных блоках – концепции инь-янь, усин и представлении об энергетических каналах и биологически активных точках. Система называется Джун-Юань цигун. Джун по-китайски срединный, юань изначальный, а цигун можно перевести, это два иероглифа, они переводятся как работа с энергией или работа с жизненной силой. Но вот этот ци – это такое понятие энергии троичное. Это энергия, информация и материя одновременно. То есть работа с энергией, с информацией и материей, которая находится у нас в теле, она есть в космосе, во всем пространстве. Индусы ее называют прана, это ци, да, по-китайски, по-индийски прана. По-японски это будет ки. То есть у всех народов есть понятие энергии. Ее еще называют дыхание космоса. Тоже очень такое красивое название. Душа, тело и социальная среда – это ключевые моменты системы цигун. Китайская медицина – это практически философия. Здесь не используют хорошо нам знакомые методы практической медицины. Все внимание внутренней энергии по знанию себя. Сегодня оздоровительную систему цигун приезжие специалисты представляют ямальским врачам. Внутри орган тоже бывает меньше энергии. Как мы можем знать, у какой орган меньше энергии? Если больше энергии, мы активны. Если меньше энергии, мы слабы. У меня очень много знакомых врачей, которые приводят мне своих родственников. Они не хотят, чтобы оперировали человека. Допустим, у женщины киста яичника. Если есть киста яичника, она очень часто уходит. Это функциональный, это железистый орган, и могут уходить эти кисты. И обычно они возникают от того, что застой в нижних органах, да, в органах малого таза. Поэтому, практикуя, убирая этот застой, методами цигун очень легко это все убрать. У меня такой случай был, когда
мой знакомый, очень хороший иммунолог, работающий в спинальном отделении с больными, которые прикованы к постели. Он приводил ко мне свою сестру, у которой была киста. Она должна была в понедельник ложиться на операцию, он привел мне ее в пятницу. Женщине было 50 лет, я ее посмотрела, были ярко выраженные боли, и дискомфортные ощущения очень сильные были при движении. Вот. И когда мы начали с ней работать, она почувствовала облегчение. Я ей объяснила, что она должна сама делать дома. Мы встретились с ней еще в субботу. Она еще подошла ко мне. И в воскресенье она была у меня на занятиях. После занятий я занималась с ней всего 15 минут. И в понедельник, когда она пришла к врачу, врач сказал, посмотрев ультразвуком, она сказала, а что мы будем оперировать? То есть субстрата уже для операции не нашлось. 7 лет назад специалисты в области китайской медицины уже посещали окружную столицу. Тогда методику выздоровления многие воспринимали довольно скептически, хотя результаты говорили сами за себя. Главное, они принесли счастье и здоровье пациентам. С удивлением тогда с вами увидели, что в Салехарде около 20 человек, пациентов, которые успешно прошли курс лечения. В том числе были люди, которых мы оперировали в Салехардской окружной больнице, в частности с кишечной непроходимостью. Мы тогда достаточно скептически на все эти вещи смотрели. Ну и, собственно говоря, все равно мы видим процессы душа, тело и социальная среда. Мастер Минтан рассказывает о чудесах исцеления, показывает наглядные материалы и фотографии счастливых семей, уже получивших здоровье. Маленькая девочка, она в 90 году, у нее была проблема гроза. 2 месяца болела гроза, хуже не видно. И мама показала ее разные западные медицины врач. Они искают гроза, думают, непонятно, потому что гроза не проблема. А почему плохо видеть? И один совсем так читает, другой далеко читает, но чуть-чуть видно. И тогда я был в театре, но это ее друг пригласили ко мне. Я смотрел. Эта девушка сказала, у нее гроза хорошая, проблемы нету. Я сказал, но почему нету, не видно. Да. Вы как думаете, что может быть? Лечили, они лечили, уже лечили операцию, лазер. Лазер операцию делать, что еще хуже не идет. Я ее лечил 3 раза, и было все хорошо. Многие, кто занимался по системе цигун, впоследствии поменяли работу, получили новую специальность или даже вовсе нашли себе пару. Информация, которой владеет мозг, должна направлять человека на счастье и удовлетворение от жизни. Больше 80% людей сначала занимаются для своего здоровья. А потом уже не это. Думаю, ой, это очень интересно. Это моя жизнь, потому что чувствую хорошо. А уже не для здоровья. Уже для своей ума, мудрости и духовной. И как здесь много очень интересных вещей внутри, которая не занимается, не чувствует. В программе визита приезжих гостей на Ямал было запланировано и посещение Надыма, где располагается научно-исследовательский институт медицинских проблем Крайнего Севера. Кому-кому, как не специалистам этого центра, известно о необходимости изучения человека, живущего на Крайнем Севере. То есть это надо проводить исследования, выявлять на основании физических и физиологических параметров, выявлять, так сказать, возможности и пути усовершенствования этой работы. То есть надо готовить спортсменов, чтобы север достойно представлялся где-то. Вот где она витала в воздухе. Ну, по ряду обстоятельств
реализация ее задержалась. И на сегодня вот появился, так сказать, ученый из Китая, который, значит, пытается как-то вот подойти к этой проблеме путем использования вот той традиционной медицины в Китае, которая мы знаем, ну, мы больше знаем по иглотерапии, там еще каким-то подходам таким восточным. Вот, их попытаться внедрить. То есть наша цель, вот в частности, так мы мыслим, это было бы неплохо, если эту методику пытаться внедрить и на основании современных научных исследований показать изменения в ту или иную сторону. То есть мы предполагаем, что использование этих методик могло бы улучшить физическое состояние человека и в ряде случаев, так сказать, может быть, сохранить его вот как индивидуум. И если говорить о спорте, то может улучшить результаты спортивные. А говорить, если о жизни и работе, то это улучшить и сделать жизнь более комфортной. Эта идея вот такая заложена. Каждый из учеников мастера Минтана имеет свой путь, который привел его к знакомству с этой системой оздоровления. Я работал в банке, был заместителем председателя банка. И, скажем так, в материальном смысле я был обеспеченный человек. Но по ночам просыпался, смотрел в звездное небо и понимал, что что-то тут не так. Кстати, это одна из причин самоубийства топ-менеджеров на Западе. Когда человек достигает определенного результата и понимает, что вот в тупике находится. Есть статистика даже определенная. И мастер приехал в город, в Киев. Я начал заниматься у него сначала просто как оздоровительная технология. А будучи по натуре философом, начал закапываться глубже, глубже. И самое главное, что важно отметить, я пережил нечто. То есть знания сами по себе не имеют никакой значения особого. Их можно продавать и получать за них деньги. А вот личные переживания, личный опыт – это нечто такое уникальное, которое стоит дорогого. А когда я первый раз в 1995 году был в Пекине у мастера, мы 3 недели с ним занимались, то это трансформировало мою жизнь, скажем так, очень существенно. Ученики мастера Сюй Минтана поработали вместе с нашими врачами, а также провели небольшой тренинг для салихарцев в кабинете лечебно-оздоровительной физкультуры. Интересующиеся именно этой системой оздоровления задавали вопросы. Тем более, что шанс выпал на самом деле уникальный, когда еще можно получить ценную информацию, как говорится, из первых уст от самого мастера. Днем позже подобные занятия состоялись в Центре развития тяжелой атлетики. К слову сказать, занятия здесь проходят не впервые. Если Ольга Струкова и Евгений Тертычный развивают систему цигун у себя, то у нас на Ямале основу долголетия и здорового образа жизни прививает Евгений Селиванов, также ученик великого мастера. Сегодня Евгений Селиванов представляет гостей и участвует в проведении тренинга. Дерево растет. Берет снизу, да, что надо, сверху, и получается плод. Непонятным образом. Растет яблоня и слива, да. Одна земля, одно небо, там слива, там яблоко. Кушает это яблоко кролик, потом мы кушаем кролика, да, но все равно что-то это от дерева, от растений есть. И вот эта вот способность человека, надо эту способность использовать. Для этого делается большое дерево. Для этого человек представляет себя большим деревом. Не просто каким-то маленьким деревом, а очень большим деревом. Это важно, чтобы был психологический комфорт. Потому что если дерево очень большое, больше всех ему ничто не может повредить. Во-первых, это идет очень хороший оздоровительный комплекс упражнений и наполнение организма энергии, восстановления. Мне очень нравится это. Именно хотела я не йогу, а именно цигун на оздоровление. После занятий такой идет прилив сил,
очень хорош. Это вот не устаешь совершенно. Приходишь с тренировки, можно еще чем-то заниматься, и вот нет усталости такой. После работы сразу бежишь сюда. Я вообще ощутила вдохновение, легкость. У меня как будто бы появилось столько энергии, что кажется, что я сама светилась этой энергией, и через меня она передавалась вокруг меня даже. Человек, живущий на Крайнем Севере, это совсем отдельная история и отдельная сторона жизни. Это отдельная субстанция, которую нужно изучать и помогать выживать в абсолютно других, наиболее сложных климатических условиях. Специалисты в области китайской медицины познакомились с жителями Крайнего Севера, пусть даже немного в экскурсионной форме. Узнали, как живут сегодня люди на Севере, чем питаются, чем дышат, о чем думают. Гости окружной столицы воочию убедились, что они знают, а главное, смогут ответить на интересующие сегодня многих вопросы. На севере, как говорил мастер, очень мало тепла, да, и много холода. Этот холод умудряется проникать в человека и там оставаться долго. И причем самое интересное, проникает он в него не только потому, что он существует в холодном месте, но он еще и проникает через продукты, которые мы потребляем, да, мороженая рыба, мороженое мясо. То есть, в принципе, мы храним продукты все в холодильнике, даже которые не надо. И вот этот холод, он проникает. А если учесть, что еще и солнечных дней мало, да, и некоторые витамины, в частности витамин D, вырабатывается только на солнце. И очень мало продуктов его содержит. В частности, рыбий жир, кстати, вот, наверное, тут. И все это дает малую активность человека, большая слабость, признаки. Причем это не лень, это просто некоторая апатия, можно даже так сказать. Очень человек, особенно ближе к весне, чувствует себя разбитым и лет на 10-15 старше. Это я заметил у очень многих. Даже молодые люди, совершенно вот молодые, казалось бы, выглядят вот как будто им уже лет там за 50. Это один из признаков вот этого низкого тонуса общего, да, мало ян, если по традиционной китайской медицине говорить. Да. И вот как раз практики, энергетические практики, в частности цигун, школа Джин Юань, помогает человеку сконцентрировать энергию у себя внутри и ее распалить, разжечь внутреннее солнце. То есть это то, чего не даст ни одно вещество, ни одно лекарство. Фактически это тот внутренний огонь, который человеку помогает существовать эффективно и счастливо. Да? Ведь эмоции – это одно из проявлений именно вот этой энергии. Тренинги от мастера и его учеников завершились. Впереди еще очень огромная и плодотворная работа. Возможно, что именно у нас на Ямале состоится открытие филиала Пекинского института по обучению студентов и врачей методу Минтана. Но об этом говорить еще рано. Итоги визита медицинско-оздоровительной физкультурной делегации подвел один из организаторов проекта, руководитель агентства по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Николаевич Селиванов. Почему такой интерес к Ямалу? Потому что Арктика наша основная граница на севере. Мы живем в условиях арктического воздействия. И как бы Минтан не случайно выбрал наш регион как
регион, подлежащий изучению данной проблеме. Это будет интересно в условиях крайних температур, воздействия магнитных полей, воздействия ветровых нагрузок и так далее. Изучать, как воздействует Арктика на человека. В принципе, то, чем занимается Антон Алексеевич Буганов в Надыме, предполагается делать уже вот, включая силы Минтана.